Ой, только посмотрите, какой хлебушек мы сегодня с вами испечем. Из обычного кабачка. В этом хлебе нет абсолютно муки. Нету дрожжей, нету никаких заквасок. Посмотрите, какие поры. Какой он воздушный. Он просто весь состоит словно облако. Хорошенько пропекся. Изумительный. Давайте я вам покажу, как он выглядит внутри. Вот так вот. Вы только посмотрите, сколько пор, какая красота. А верхушечка, посмотрите, какой он красавец. Просто не терпится его скорее вам показать, как готовить. Из обычных кабачков. Никакой химии, никакого глютена, муки, заквасок и прочего. Давайте же скорее я вам покажу, как его делать. Я, друзья, готовил много хлеба разного, без муки, без закваски, без дрожжей, вообще без ничего. Хлеб шикарный получался. Но сегодня я решил сделать хлебушек из кабачков. Я думаю, это будет шикарный рецепт. Честно вам сказать, это эксперимент. Но обычно мои эксперименты всегда увенчаются успехом. Я беру кабачок 300 грамм, молоденький, поэтому я его не очищаю от кожуры и от внутренних семян. Нарезается, натирается на крупную терку, причем мы его не будем отжимать. Во всех рецептах обычно кабачок отжимается от лишней влаги, но не в данном случае. Кабачок уже у нас практически натерт. Нам остается добавить самое главное. Я скажу несколько таких, знаете, важных моментов, без которых этот хлеб может не получиться. Первый из моментов, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры, включая кабачок, яйца и дальнейшие ингредиенты. Далее я беру одну маленькую луковицу, примерно 30-40 грамм. Тоже натираю на этой же терочке. Вот так она быстренько натирается. Готово. И я беру маленький зубчик чесночка. Один зубчик чеснока. Переворачиваю терку и буквально на маленькой терке, на мелкой терке, все дело натирается. Видите, не прошло и пару секунд, как у нас уже все готово. Далее, что нам надо сделать? Нам надо добавить сюда сольки, чтобы кабачок пустил сок. Нам вполне хватит пол чайной ложечки. Далее сюда надо добавить соды. Соды я беру 1 чайную ложечку. 1 чайная ложечка соды отправляется. Далее я очень люблю добавлять в хлеба специи. В моем случае это кориандр. Я его молю на кофемолочке. 1 чайная ложечка кориандра. Далее сюда идут 2 яйца комнатной температуры. Это один из главных моментов. Вот так вот. Одно и второе. Следующий секрет. Духовой шкаф у меня уже включен. И сейчас он уже разогревается на 150 градусах. Потом я увеличу температуру, когда хлебушек уже отправится в емкость. Вот так хорошо. Сильно пока я не перемешиваю, поскольку будет еще скрепляющий элемент. Сюда же я добавляю немножечко сметаны. Беру ложку большую и добавляю 1 сметана, 2 сметана, 3 столовые ложки сметаны. И все это я соединяю.
вы видите, основа получается такая, она не сухая. Как я сказал, кабачок пускает сок. И это очень даже замечательно. Потому что хлеб, если не учесть вот эти моменты, которые я говорю, он на выходе получается как кирпич. Без пор, не пористый, не упругий, а просто вот как кусок железобетона. Нам такой хлеб не нужен, ну, по крайней мере, мне. А, друзья, напишите в комментариях, какой хлеб любите вы. Например, я люблю больше всего бородинский. Именно этот хлеб я пеку просто очень часто. Отставляем. Пока настаивается кабачок, мы быстренько берем 50 грамм семя льна, 150 грамм гречки. В моем случае зеленая гречка, но можно брать абсолютно любую гречку, какая вам больше понравится. Сюда же я отправляю в качестве сахарозаменителя вот такие шикарные листики. Штучек 7 листиков будет достаточно. Это листья стевии. Кому интересно, где я их беру, пишите в комментариях слово стевия. Я с удовольствием поделюсь рецептом, где я их беру. Сейчас я буду делать муку вместо обычной глютеновой муки, которая очень вредная. Вот это будет просто шикарно. Если кушаете сахар, 2-3 столовые ложки сахара смело кладите. Хорошо. Сюда же я добавляю 10 грамм разрыхлителя и щепоточку соли. Буквально третья часть чайной ложечки. Еще раз перемешиваю для более мелкого помола. Готово. Прошло буквально пару минут, и вы видите, сколько влаги пустил кабачок. Это то, что нам и надо. Не бойтесь большого количества влаги, поскольку сейчас ее впитает в себя наша мука самодельная, и которую я сейчас высыпаю. И она сделает нужную нам клейковину, которая именно будет делать настоящее хлебное тесто вместо глютеновой обычной муки, вредной. Вот. А, друзья, какую муку вы предпочитаете? Или вы используете по старинке пшеничную? Или уже перешли на ржаную? Или вы уже начинаете или кушаете уже другую муку? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях вашим опытом. Мне очень интересно. А еще мне очень интересно, может вам какая-то из моих картин понравится. Я художник, и свои картины я показываю в рецептах. Ну, знаете, честно говоря, когда мне пишут приятные слова в комментариях, что людям нравятся картины, это меня так вдохновляет. Поэтому вот делюсь и показываю, и стесняюсь. И, в общем, какая работа вам, может быть, понравилась? Может быть, верхняя, номер 1, или же нижняя, номер 2. Если в комментариях напишите, или хотя бы поставите единичку или двоечку, так я пойму, что мои работы вам понравились. Ну и вы меня порадуете, честное слово. Теперь я сюда, пока впитывается все это дело у нас, добавляю прованские травы. Прованские травки, ну, любые специи можете добавлять. Чайная ложечка вполне будет достаточно. И так как многие, кто смотрит мой канал «Художник на кухне», знают, что я фанат кунжута. И поэтому я всегда стараюсь добавлять кунжут. И это будет не исключение. 1 столовая ложка кунжута с горочкой отправляется в наше тесто. И пока соединяются компоненты, вы видите, влага почти вся, она впиталась. Почти вся. Это очень хорошо. Хотя, вы помните, влаги было очень-очень-очень много. Теперь
Нам остается лишь два маленьких действия. Духовой шкаф поставить уже на 180 градусов, поскольку у нас уже завершающий этап. Мы уже сделали наше тесто. Я его перемешиваю для равномерности распределения компонентов. Консистенция получилась состояние густой сметаны. Вот такая красота. Пожалуй, я сюда добавлю еще немножко сметаны. Вот просится еще сюда немножко сметаны. 1 ложка, 2 ложка, 3 ложка и 4 ложечки. 4 ложечки. Еще решил я добавить. Поскольку я, друзья, понимаете, первый раз готовлю, это эксперимент. Но я очень уверен, что у нас получится. А вы, друзья, верите, что у нас получится вкусный хлебушек? Но он будет полезный, это точно. И вот теперь на завершающей стадии один из уже последних секретов. Нам надо активировать это тесто, этот хлебушек, чтобы он был не как кирпич, а пористый, воздушный и упругий. И все, что нам остается, это последнее действие. Я беру салфеточку, на нее кладу форму для выжимки лимона. Беру половину часть лимона, пол лимона. Выжимаем пол лимона. Получается очень-очень много сока. Вот такая красота. До последней капельки берем сок. И поскольку у меня попадаются семена, то я их удаляю при помощи вот такого ситечка. И вот сейчас будет магия, друзья. Сейчас оно быстро начнет пузыриться, это тесто. Поскольку здесь есть сода. Сода при взаимодействии с лимонной кислотой. Если нет у вас лимона, можно лимонную кислоту. Если этого нету, то легко это заменяется на обычный уксус. И в мгновение ока начинают выделяться пузырьки, и тесто буквально начинает расти. А вот теперь очень быстрым этапом у меня уже готова форма. Я положил пергаментную бумагу в нее. И знаете что? Прямо экспромтом я буду готовить прямо здесь. Прямо в этой форме. Чистый эксперимент, друзья, чистейший эксперимент. Поэтому, сказать вам честно, сам буду рад увидеть результат. Все, что надо в конце, я просто посыпаю кунжутом сверху. Я без кунжута ни туда и ни сюда, потому что он настолько полезный, друзья. Это вот что-то с чем-то. Форму, как вы видели, я вообще не смазывал. Не знаю, как оно отойдет. Но, тем не менее, я сразу же несу в духовой шкаф. Около часа займет все это дело, приготовление. Но я вам скажу точное время, сколько я затратил на приготовление данного хлебушка. Я понес. Вот такой шикарный хлебушек у нас получился. И сейчас я его выложу на отдельный поднос. Вот так вот. Посмотрите, какой шикарный. Структура. Держит структуру. Он не влажный. Он просто замечательный. И сейчас я его разрежу и покажу вам, как он выглядит изнутри.
режется легко. На ноже, как вы видите, ничего не остается. И к этому хлебу я специально сделаю один из вариантов, как можно подавать такой хлеб и с чем его можно кушать. А вы, друзья, в комментариях напишите, пожалуйста, с чем бы вы такой хлебушек кушали. С чем вы предпочитаете кушать такой хлебушек. Нарезается очень легко, ничего не крошится, на ноже ничего не остается. И получается просто шикарнейший хлеб. Напомню, он абсолютно без муки, без дрожжей, без заквасок. Не надо долго его вымешивать, не надо его долго выстаивать целыми сутками, там, по часам. Вы видели сами, готовится максимально просто. И сейчас мы посмотрим, как он выглядит в разрезе. Вот, посмотрите, какие огромные поры. Просто огромнейшие поры. Сейчас я буду его сюда вот складывать. Допустим, вот. Я вам покажу сейчас чуть поближе. Пока я его вот так вот уложу. Он у меня немножко остыл. Я ему дал время остыть. И готовился он у меня при 180 градусов час 20. Но у меня духовой шкаф, он очень слабенький. Поэтому вам надо уже регулировать по-своему. Вот такой хлеб. Я его чуть-чуть оставляю в стороночку. А мы с вами быстро приготовим один из вариантов, как его можно подавать и с чем. Я беру ягодки. Я их заранее помыл. Теперь я толкушечкой добываю с них мякоть. В моем случае это очень ароматные ягодки смородины. Вот так быстренько я их потолок. И теперь я просто добавляю сюда сметанки. Это мой вариант. А какой вариант вы предпочитаете? Напишите, друзья, в комментариях. Может, ваш вариант мне понравится больше. И с вашим вариантом я в следующий раз буду готовить. Вот такая вкуснота. И сейчас что мы делаем? Мы берем и одну буханочку хлебушка. И вот так положим. Я намазываю вот этой красотой. Мне кажется, это вкусное сочетание будет. А вы как считаете, друзья? Очень интересно ваше мнение. Вот так вот. И готово. Чуть-чуть сюда. Прежде чем его дегустировать, я вам покажу его ближе. Кроме того, к этому замечательному хлебу я сделал специальную намазочку, которая прекрасно сочетается с этим хлебом. Посмотрите, как аппетитно она смотрится на этом хлебе. Просто не терпится скорее попробовать и ощутить вот этот прекрасный вкус хлебного кабачка. Или кабачка в хлебе. Или хлеб из кабачков. Как лучше назвать, друзья? Посоветуйте в комментариях. А мне будет очень приятно читать ваши комментарии, когда я дегустирую вот эту вот красоту. Я сперва, друзья, попробую сразу просто этот хлеб. Расскажу вам. А потом я попробую его со специальной намазкой. Я его показывал вам для более крупного плана, разрезал его, разламывал, чтобы вы видели, насколько он пористый. Теперь я кусочек возьму и попробую на вкус, то есть на запах, как обычный хлеб. Ломается легко, но упруго. По вкусу очень воздушный, сочный, не сухой.
Вы, друзья, точно не догадаетесь, что здесь кабачок. Можете спорить на что угодно. Когда сделаете этот рецепт, никто не догадается, что это хлеб из кабачков. Это просто шикарный вкусный хлеб. Ой-ой-ой-ой-ой. Это стал мой самым любимым рецептом прямо сейчас. Но это еще не все. А я хочу попробовать вот с этой вкусной намазочкой. Ой, ой. Настолько нежно. Начинают петь птички. Словно я в рай улетаю. Настолько нежное сочетание. Это просто не передать словами. Прекрасно сочетается. Ой. Я буду просто сейчас петь от удовольствия. Это нельзя так называть, но скорее всего это гастрономический оргазм. По-другому это не назовешь, но это так вкусно. Друзья, я с вами не прощаюсь. Прошу прощения, что говорю, пока жую. Я приглашаю вас посмотреть вот этот рецепт, который только что появляется. Он очень тоже шикарный. С вами был Валера и канал «Художник на кухне». Кушайте вкусно, в удовольствие. Я-то точно такое удовольствие получаю от этого рецепта. Вах, вах.